Ребят, всем привет! Моя гостья сегодня. Сегодня я интервьюер. И мы встретились в кафе позавтракать. А сейчас пойдем и расскажем вам еще одну историю, еще одной иммигрант. Аленушка, давай покушай. Это просто каша изо рта валится. Здесь очень много иностранцев, потому что заведение находится прямо на площади Европы. Посмотрите, Медея. И как красиво у нас тут, да, Аленушка? Вообще очень любимое место. Одно из любимых. Да? С Аленой мы познакомились еще, когда я была во Владивостоке. Я очень много смотрела разных блогов и YouTube пересмотрела весь. На тот момент еще не было столько блогеров в Батуми, как сейчас. Все с камерами. И все массаж Батуми это был блог. Вот, и я в Инстаграме нашла Алену, и я написала. Я многим, кстати, писала, но не все были такие, как открытые, да, что там, Василина, да, конечно, могу с тобой созвониться. Мы с Аленой созвонились, списались через Инстаграм, потом через WhatsApp. Ну, в общем, это вот первый человек, можно сказать, здесь был, с кем я познакомилась. Ну и уже по приезду мы встретились в кафе, по-моему, да, Ален? Да, мы в кафе с тобой встретились. Вот Джара, по-моему. Джара, да. Да, мы посидели, Алена мне тут рассказала, хотя она сама только приехала. Мне казалось на тот момент, что я очень долго живу, просто, я уже здесь собаку съела. На полгода я считала, что я тебе вообще... Местная. Да. Просто грузинскому тебя научу, если что. Я здесь уже все порешаю. В общем, вот так мы подружились. И вот смотрите, уже 3 года, как Алена здесь, 2,5, как здесь я уже в Грузии, в Батуми проживаю. И вот мы решили сейчас встретиться и поделиться с вами историей. Я поделюсь с вами вот ее историей, как она сюда переехала, как она здесь развивается. А развивается она здесь очень хорошо. Спасибо. Вот, чувствует себя прекрасно. С каждым днем все краше и краше становится девушка. Вот такая у нас площадь, вот такая у нас Алена. Покажу вам такие красоты солнечного Батуми. В стране цветов и любви на коленях брожу. Ты сказал, что хоть на миг будешь здесь, и я дожду. Алена решила цветочков себе подарить, наверное. Я собрала для тебя разноцветные цветы. Тебе. Я люблю девочкам цветочки Вот дарить. так, понимаете? Я говорю, Алена хочет, наверное, себе букет купить, порадовать себя, а она вот, понимаете. Я в салон всегда себе покупаю цветы. Я прихожу к бабушкам на рынок, они уже все радуются и дерутся за меня. Потому что я прихожу примерно раз в 3 дня точно, стабильно. Они, ты сегодня у меня купишь или у меня? Я такая, как это, блин, не хочется же у всех у них купить. Я говорю, в следующий раз точно у вас. И мне же надо запомнить, у какой бабушки должна я в следующий раз купить. А они милашки, в принципе. И такой плюс есть в Батуми. Просто для меня он, правда, огромный плюс. Я очень люблю цветы. Я же выросла в Иркутске, их очень мало. Или они очень дорогие. Посмотрите, ребят, какая вот эта вот красота. Вот эта красота стоит на фоне вот такой красоты еще. Да? Потрясающе. Вот эти двери. Красиво сделали. Такой цвет, такой красивый прямо, с этой красной почтой. Здесь такие фотки красивые получаются. Кстати, идешь, и очень много локаций, где можно сделать красивые фотки. Пойдем. Вот зачем я так хожу все дороги. Гуляет. Погода шепчет, да? Вообще супер. Хороший день выбрали. Ты выбрала. Да. Кто молодец? Синоптик. Я молодец. Мне вся погода подходит вообще. Началось все с того, что я уехала из Иркутска жить с маленьким ребенком, когда я была 2 года, в Таиланд. Взяла $500. Мне казалось, это очень большие деньги, просто $500. Блин, у меня зарплата $500 была. И уехала. Уехала на остров Самуи. Добиралась там какими-то путями, самолетами через Гонконг, через Это тебе Бангкок. сколько лет было? Наверное, 23. 23 с маленьким ребенком? Да, 23 или даже 22. А профессия-то у тебя была? У меня было высшее образование экономическое. Я экономист-менеджер в отрасли связи на предприятиях.
У меня двойная специальность, есть диплом. Ну тогда ты еще не владела искусством своим, которым ты сейчас Я не владеешь. владела искусством своим, но как раз Таиланд меня и возбудил на это. Я прожила там 2 счастливейших года на просто шикарнейшем острове, на волшебном Самуи. Так сейчас называется мой салон семейного профессионального массажа. И тогда там, на этом прекраснейшем острове с белым песком, я влюбилась вообще в массаж. И там это же на каждом углу в Таиланде массаж. Я думаю, ну как так, почему? Вот идешь, да, и вот здесь, например, почему здесь на каждом углу нет массажа? Пока что. Пока что нет. Скоро Алена расширится уже, и будет массажные кабинеты, салоны Самуи. Самуи, да. Будут и в Тбилиси, и в Бакуриане, и в Гадаури. Да. Я мечтаю, да. Слушайте, ну реально мечтайте, ставьте большие цели, как я всегда говорю, да, в них легче попасть. Когда мы с Аленой познакомились, она тогда принимала на дому. У меня, кстати, есть старый ролик, я его прикреплю в описании, как я к ней приходила, она работала еще на квартире. Вот, сейчас она уже арендует помещение, у нее сотрудничает, но она сама об этом расскажет. Смотрите, что у нас здесь растет. Вот, видите? Да, смотрите, мы идем по улице, виноградная лоза. Здесь у нас муршмула. Она потом желтая. Она желтая, ее уже продают, то есть Турецкая. вот она может, ее вот прям можно кушать. У меня массажный салон. У нас есть парные массажи, семейные, детские массажи, антицеллюлитные и так далее. Работают у нас и реабилитологи, мастера с медицинским образованием. В общем, различные виды массажа. Почти все, кроме интимных массажей у нас есть. Нету, в смысле, интимных. Сейчас они вырежут из контекста. Это будет, знаешь, или ты нарежешь потом интимные массажи все. Нет, Возбуждает, да, вот это интимных прям- массажей Алена не оказывает. Но предложения поступают. Предложения поступают, это точно, потому что кто еще не в Батуми, потом вы узнаете, что здесь есть прекрасная улица, можно так условно ее назвать, красных фонарей, где жрицы любви предлагают свои услуги под видом массажа тайского. Ну и они тайский массаж, по-моему, тоже там делают. Ну и, в общем, есть такие улицы в Батуми. Кто не знал. Кстати, некоторые живут здесь по 2 года, я не знаю. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, 2-комнатные, 3-комнатные апартаменты в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум-класса с шикарным видом на море. 2-спальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно и по договоренности можем сдать вам и на долгий срок. По ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. При броне любых наших апартаментов от 5 суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми, скидку 20% на все наши экскурсии по Аджарии и, конечно же, комплимент от Василины и Вахтанга – бутылка грузинского вина. Ждем вас в гостеприимной Грузии! И вот мы уже от площади Европы доходим до вход в парк 6 мая. Вчера, кстати, у нас почему флаги висят, почему-то город украшен грузинскими флагами. Вчера у нас было 26 мая, это День независимости Грузии. Вчера летали самолеты, ты видела? Я в сторис у кого-то видела. Я работаю, я всегда Работает, работаю. занятой человек. Я была на балконе и видела просто, это такая красота была. Они пролетели, 3 самолета, по-моему, и прям красная, белая полоски такие оставались в небе, очень красиво. Белорусы, кстати, тоже очень радовались. Вот такая у нас первая женщина в Аджарии летчик. Первая женщина в Аджарии массажист. Первая. Сейчас другие обидятся. Номер 1. Ну, я больше семейных салонов, в принципе, здесь не видела, мне кажется. Ну, до меня. Мне кажется, я первая. Нет? Да, кстати, ребят, я еще не сняла об этом выпуск, но сейчас хочу уже начать говорить. Мы создали гайд, самый полный гайд о иммиграции и отдыхе в Батуми. Куда,
включили все ссылки активные, где-то на разъяснительные ролики на нашем канале, которые, потому что на канале уже за эти 2,5 года моей эмиграции больше 500 роликов я наснимала. Вот именно свою историю, представляешь? Супер. Задумываетесь о эмиграции или, может быть, уже рассматриваете Грузию и Батуми для переезда? У вас много вопросов и нужна помощь? Специально для вас мы разработали путеводитель, самый полный гайд о эмиграции и жизни в Батуми в 2022 году. Наш гайд и наш личный опыт – это ваш ключ к вашему переезду в Грузию и быстрой адаптации в этой невероятной и любимой нами стране Сакартвело. В основном из Ютуба у нас лидогенерация идет, как я говорю. Но Инстаграм и ТикТок сейчас тоже развивается, поэтому подписывайтесь на наши странички. Алена у нас тоже популярная стала в ТикТоке очень. Когда она приехала, она говорит: Василина, научи меня снимать ролики. Сейчас мне надо у нее поучиться. Просто это была моя ниша коротких роликов. Это длинные ролики. Я вообще, Да, ты сейчас да. рассказываешь 500 роликов. Мои ролики По 20 там минут. Да. 10 секунд, это я. Ну, понимаете, я раньше просто смеялась, такая думаю, ну как можно в ТикТоке как бы развиваться? А вы попробуйте, сейчас на самом деле мы развиваемся, ну, живем, да, в такую эпоху, где за 15 секунд нужно удержать внимание и донести какой-то смысл, допустим, если вы там, я не знаю, логопед. Целевая аудитория в ТикТоке, многие думают до сих пор, что там дети или какие-то лентяи. На самом деле достаточно интересная целевая аудитория. Ко мне приходят туда с ТикТока на сеансы. Классные, просто интереснейшие люди, и путешественники, и бизнесмены, и там директора крупных гостиниц, и просто реально классные, успешные, энергичные люди, которые любят себя, потому что на массаж чаще всего ходят те, кто заботится о своем теле. И все-таки, ну, Сколько кто у может тебя уже себе сейчас в это ТикТоке позволить? подписчиков? Мне не хватает 200 до 23 тысяч, но для Вот. Грузии это хорошо. И к ней приходят из ТикТока, В том числе из в том ТикТока. числе и из Инстаграма. У нас в основном YouTube-канал такую лидогенерацию дает. Вот. Но ТикТок мы вообще не развиваем, мы просто туда какие-то загружаем ролики, и они у нас набирают тоже там по 370 тысяч просмотров. Послушай меня. Просто представь, как все офигеют, когда у тебя все получится. Все, кто в тебя не верили, будут просто в шоке. Хотя мы вообще с Вахтангом не занимаемся этим делом. А вот надо бы. Но это случайно получается, да, что-то залетит. Иногда некоторые ролики думаешь, ну сейчас вообще ты здесь только полезной информации А нет. сказала, там 1000. Ну, у меня 1000 это очень мало, то есть у меня там минимум 2. А там какой-то я один раз просто развалины сняла, спросила, что это такое, 500 с чем-то тысяч просмотров. И там, ну, там могут поругаться. Вообще у меня есть такая шутка, что я политический блогер. Да? Потому что у меня комментарии идут про политику. Я сняла там про какие-нибудь, про кафе или там про цветочек, про еще что-то начинается там. Ну, просто вот. Бывает. Ребят, ну посмотрите, какая красота. Я хотела вон туда на лавку тебя отвезти. Куда? Пойдем вон туда, Назад? обойдем вокруг и там где-нибудь присядем. Смотрите, у нас тут детские всякие карусельки, качельки. Эвкалипты, опять же, вот такие огромные, да? Вообще прям вот так пахнут эти листики. Я даже раньше делала у себя, я снимала отдельно студию в квартиру, чтобы делать там массаж. И брала такие листики, варила их, и у меня в квартире просто стоял такой невероятный запах эвкалипта. А ты знаешь, почему здесь так много эвкалиптов Почему? в Батуми? Потому что это колхидская низменность, и когда-то давно здесь люди не жили, жили в основном в горах. Вот мне рассказали, что почему здесь так много эвкалиптов, потому что они были сюда завезены, потому что один эвкалипт большой забирает из почвы 300 литров в сутки. Ого! Вот, поэтому вот такие плакучие ивы красивые. Такая архитектура Батуми. Красиво, да? Хилтон, да? За 3 года тоже уже поменялся город. Такие лавочки, смотрите, у нас с подсветкой, и можно зарядить еще здесь телефон. Да, тут зарядные. Да? И они вечером светятся внизу. Подсветочка такая есть. Здесь для меня очень комфортно. Грузия дала мне много очень возможностей. Я получила здесь права. Я не могла их получить в России. Здесь, конечно, проще было для меня. Здесь можно сдавать на русском языке. Это огромный плюс. Я просто взяла частные уроки и занималась с учителем сама. Потом пришла, не сдала. Потом еще раз пришла,
и сдала теорию, там сколько-то ошибок допускается, 2 или 3. Там идет тест на компьютере, тебя там забирают телефон, ты садишься за компьютер. Ну, перед этим оплачиваешь какие-то госпошлины. Нет, я не помню, но немного. Ну, вообще немного. По сравнению с моей страной, там вообще немного. А здесь права можно получить международные. То есть там, по-моему, просто доплачиваешь 100 лари. На тот момент было 100 лари. И все. Но когда я училась, нужно было сдавать только полигон. Полигон и теорию. А сейчас, по-моему, ввели город. Но это не точно, это все уточняется. Но система все равно намного проще, чем в России, потому что, не знаю, можно это рассказывать или нет, мне постоянно намекали на взятки, специально заваливали. Здесь такого даже близко нету, чтобы кто-то намекнул на что-то, что что-то где-то можно заплатить только своими силами, только сама ты можешь сдать на права, без какой-либо взяточки. Никто тебя не валит, и никто не давит, и просто спокойно, без нервов берешь и сдаешь. Для меня это было, конечно, вообще просто оптимально, ибо это была моя давняя мечта, и у меня появились права наконец-то. 28 лет я получила права. И я тоже сюда приехала по работе в 2019 году. Многие, наверное, кто уже давно подписан на канал, знают, что как произошло мое вот это вот принятие этой вселенной, да, совершенно другой. Хотя с 2014 года, я не знаю, почему вот так произошло в моей жизни, с 2014 года я путешествовала по Европе, во Франции, я была в Германии, в Испании. И я, приехав в Россию, в свой Владивосток, у меня произошел какой-то щелчок в голове. То есть в 2014 году я четко осознала, что я не хочу, вот у меня такое чувство, что меня как бы физически стало выдавливать. Я хотела поменять свое окружение, общество, я хотела поменять работу. Вот, ну просто, вот, не знаю, вот 2014 год для меня вот такой вот был, да, момент. Хотя я не следила за политическими обстановками, я не следила там за Украиной. Я вообще жила в каком-то своем информационном вакууме. Просто поняла, что это какая-то картина другая мира, в которой я хочу оказаться. И все, в 2019 году, все это время с 14-го я мечтала, как Алена, в Испанию, в город миллионеров, так-то на минуточку. У меня там живет подруга уже больше 10 лет, и я туда ездила. И я думала об Испании как о такой красивой картинке, но заработала я на Грузию. Ну и класс. С теми деньгами, да, с которыми я приехала сюда, в Грузию, в Испании, мне бы было бы тяжело. И из-за, в том числе, да, языкового барьера. Здесь, конечно, да, я и на курсы ходила, и с детьми сейчас мы с репетитором занимаемся, поэтому, переезжая сюда, конечно, ну, надо учить язык. У меня дома носитель языка, так получилось, что я вышла замуж за грузина, да, и мы постоянно... Он у меня русскоязычный грузин, 24 года прожил в Москве, но тем не менее, ну, я его постоянно прошу: Вахтанг, как это будет по-грузински, как это будет по-грузински. Ну, глупо было бы не пользоваться. Приехав в 2019 году сюда по работе, в Тбилиси, я сначала приехала на конференцию по своей парикмахерской деятельности, и побывав вот так проездом в Батуми, я влюбилась в этот город. Поэтому приезжайте, гуляйте здесь, подумайте, может быть, как-то, что вам, может быть, получится сюда приехать на время, попробовать себя здесь. И для этого у нас есть такая сейчас услуга, так как все эти 2,5 года я вела этот канал, и ко мне стали, почему я поменяла свой род деятельности, да, с парикмахерского искусства я перешла в консультации, мне стали люди звонить вот с YouTube-канала, с Instagram-странички моей, помочь. Сначала я это делала совершенно бесплатно, и в какой-то момент я осознала, что 5 часов в день я трачу просто на телефонные разговоры, пытаясь людям объяснить, помочь, рассказать. Вот. И потом я просто села в один день и написала один скрипт, и что мои консультации платные. И вот таким образом сейчас... Энергия должна... Да, сейчас просто у меня такая деятельность, и отвечая на одни и те же вопросы ежедневно, с Вахтангом мы уже консультируем по иммиграции, мы создали гайд. Этот гайд о иммиграции, о отдыхе и жизни в Батуми. Так как мы локально находимся здесь, в Грузии, но мы в этом гайде расписали очень все подробно. Это 70 страниц, где собрана вся информация по иммиграции в 2022 году. Пожалуйста, обращайтесь, пишите мне, все мои контакты, все наши странички в социальных сетях в описании канала и под каждым роликом. Все телефоны под каждым роликом находятся, поэтому обращайтесь. И этот гайд, возможно, вам поможет, ответит вам на вопросы ваши, развеет сомнения.
кто уже смотрит этот ролик, уже переехал в Батуми, есть еще один дополнительный гайд, где мы собрали весь наш опыт тоже, и собрали телефоны специалистов, которые уже вот проверенные нами за это время, так как Алена сказала, здесь были и сейчас остаются еще некие проблемы, да, с сервисом, допустим, с теми же ремонтными работами. Когда люди приезжают, покупают здесь недвижимость и ищут специалистов по ремонту, по отделочным каким-то материалам. Также специалисты в бьюти-индустрии, девочки приезжают часто, не могут найти мастера по маникюру. Мы собрали это в отдельный гайд, контакты проверенных специалистов в Батуми. В общем, тоже не стесняйтесь, обращайтесь, мы вам предоставим такую информацию, уже структурированную, со всеми контактами, телефонами. Уважаемые подписчики и гости канала, хотим предупредить вас, что на нашем канале не разрешены и заблокированы комментарии и пользователи, которые выражают агрессию. Наш канал о иммиграции, и мы не разделяем людей по национальным признакам. Сегодняшняя геополитическая ситуация создает много конфликтов, и поэтому мы очень вас просим в это турбулентное и нестабильное время прежде всего оставаться людьми. С марта 2022 года в Грузию переехало и продолжает переезжать большое количество не только фрилансеров и дауншифтеров, но и политэмигрантов. Часто задаваемый нам вопрос, продают ли гражданам Российской Федерации и Белоруссии недвижимость, а также есть ли возможность взять ипотеку. Ну и, конечно же, самый главный вопрос, как относятся к русскоязычным гражданам в Грузии. На этот вопрос мы отвечаем так. К эмигрантам, которые не принимают режима Рейха, уважают людей и страну, которая принимает. Грузины и правительство Грузии относятся совершенно нормально. За 2,5 года моей иммиграции на моих глазах выросли крупные торговые центры, спортивные центры. Инфраструктура города развивается очень быстро. Конечно же, строятся жилищные комплексы, коттеджные поселки. Если подумать логически, то средний турист, приезжая в Грузию, снимает номер в отеле или апартаменты на 5 ночей. А вот иммигрант пребывает в собственном или съемном жилье практически постоянно. Один понаехавший равняется 70 туристам. И это дает большой импульс экономике Грузии. Ведь в основном экспаты зарабатывают удаленно, а тратят свои деньги в стране, в которой живут. Мой муж грузин, беженец из Абхазии. Я русская, и несмотря на это, мы несем любовь и мир в наших сердцах. И призываем вас к миру. Я твердо убеждена, что война зарождается в умах людей. И сейчас время лакмусовой бумажки для всех нас. Вне зависимости от того, где ты проживаешь и какой ты национальности. Время становиться людьми. И как говорит наша 6-летняя дочь, чтобы не было войны, мы все должны стать добрее. А Бог всех любит. Плохих людях не любят, потому что у них много злости, а добрых любят. А почему люди, как ты думаешь, злые становятся? У них было много злости. Ну а злость от чего рождается в человеке, в душе? Может быть, их кто-то обижал? Их кто-то обидел в жизни, и они стали очень злые. Но это же не значит, что они плохие. Ругаться плохо? Да. Война тоже плохо. И оружие. Оружие? Да. Когда война, люди страдают, да? Погибают их близкие. И потом они еще становятся тяжелее. А что нужно сделать людям, чтобы не было войны? Сказать что-то доброе, покупать им подарки, например. Подарки покупать людям? Да. И они сразу становятся добрые, и не будет войны? Нет. Уважаемые подписчики, в этом ролике мы с Аленой не прощаемся с вами. Я разделила этот ролик на 2 части. И в следующей части Алена расскажет, как она приобрела квартиру в Батуми и еще много чего интересного о своей иммиграции. Большое вам спасибо еще раз, что досмотрели этот ролик до конца. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь, это очень важно для нас. Ставьте лайки. Любая ваша реакция очень важна для нас и помогает в развитии нашего канала. А также напоминаем, что у вас всегда есть возможность стать спонсором нашего канала. Ваша поддержка очень помогает нам и дает возможность в развитии и вдохновляет на новые интересные ролики о любимой Грузии. Вся информация, как вы можете нас поддержать, в описании канала и в описании под каждым нашим роликом. Желаем вам любви в сердце, осознанности в уме, конечно же, мира и правильности в поступках.